Привет, Арми. Вау, это действительно сюрприз. Ким Тэхён и Чон Чингук только что опубликовали фотографию, демонстрирующую их нежные чувства в парке развлечений Поки Парк Канто, посвященном покемонам и расположенном в районе Йомиури-ленд в Токио, Япония. Они выглядят так, будто пришли на свидание, и Арми, вероятно, не могут поверить, что это действительно так. Известно, что Тэхён и Чингук еще не вернулись в Корею. Кажется, они наслаждаются временем, проведенным вместе после выступления с BTS в Японии. Тэхён, похоже, очень любит покемонов, а Чингук всегда сопровождает Тэхёна, куда бы он ни пошел. Это такой теплый жест заботы. Их близость кажется такой сильной и значимой. Посмотрите остальную часть этого видео и не пропустите. Прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы готовы насладиться этим моментом. Утренний токийский солнечный свет мягко проникает в окна пригородного поезда, который медленно удаляется от суеты центра города. В углу вагона Тэхён и Чингук сидят рядом. Время от времени они шепчутся и посмеиваются, обмениваясь шутками, которые понимают только они двое. 30-минутная поездка до станции Йомиури-ленд пролетела незаметно благодаря теплой атмосфере, которую они сами создали. По прибытии на станцию они продолжили свой путь на канатной дороге. Гондольный подъемник плавно скользил над зелеными холмами к входу в парк. Внутри кабины, парящей в воздухе, Тэхён, казалось, постоянно любовался видом. Тем временем Чингук больше сосредоточился на том, чтобы запечатлеть момент на свою камеру. Их взгляды время от времени встречались в легком покачивании гондолы, создавая ощущение тепла, которое было больше, чем просто обычная поездка. Их главной целью в тот день был парк покемонов Канто, место мечты, которое только что открылось для поклонников покемонов. Как только они вошли внутрь, их сразу же встретил красочный мир. Тэхён выглядел очень воодушевленным. Он нежно потянул Чингука за руку, чтобы исследовать каждый уголок парка. Как человек, любящий делиться моментами, Тэхён тут же достал телефон и выложил несколько фотографий в социальные сети. На одной из них Чингук весело смеется на фоне культовых ворот парка покемонов. Добавив смайлик в виде сердечка, пост сразу дал понять Арми, что это была необычная прогулка. Они шли бок о бок среди очаровательных инсталляций с покемонами, время от времени останавливаясь, чтобы сфотографироваться. Тэхён нежно положил голову на плечо Чингука, ожидая в очереди на аттракционы. Счастье сияло на лицах обоих. Чингук, обычно тихий, выглядел очень внимательным. Он позаботился о том, чтобы Тэхёну было комфортно. Он поправил его развивающиеся на ветру волосы. Он убедился, что тот не хочет пить. Маленькие жесты, такие как рука, которая никогда не отпускала, были доказательством их близости. В лесной зоне Канто они попробовали себя в поиске спрятанных покемонов. Когда Тэхён чуть не поскользнулся от волнения, раздался смех. Чингук быстро его подхватил. Этот спонтанный момент был запечатлен и опубликован в виде короткого видео, которое выглядело очень естественно. Когда солнце начало садиться, золотой свет осветил их лица. Тэхён опубликовал селфи на фоне колеса обозрения Йомиури-ленд. Их взгляды на фотографии казались такими глубокими. Простой, но значимый момент. Тот день, казалось, превратил парк развлечений в сцену для трогательной истории. Среди толпы они создали свой собственный маленький мир, доказывая, что время, проведенное вместе, самое ценное. Их путь домой был более спокойным. С гондолы вдали начали загораться огни Токио. Тэхён завершил свой пост фотографией, на которой они держатся за руки. Простой, но значимый финал. В течение всего дня камера была свидетелем. Чингук тщательно делал лучшие фотографии Тэхёна. Он даже охотно искал лучший ракурс для идеального результата. Для Чингука каждая фотография была способом показать, насколько дорог ему Тэхён. Тэхён же делал фотографии более эмоционально. Он запечатлел непринужденные моменты Чингука, хотя иногда и несовершенные. Именно в этом и заключалась их красота. Каждая фотография казалась искренней и полной чувств. Они также остановились у киоска с закусками, купили мороженое и сахарную вату в стиле покемонов, решили разделить порцию. Тэхён внимательно покормил Чингука, Чингук принял угощение с нежной улыбкой. Когда Тэхён не заметил крема в уголке рта, Чингук аккуратно вытер его. Эта маленькая деталь сделала момент таким теплым. Тэхён просто застенчиво улыбнулся.
Сидя на скамейке в парке, они делились сахарной ватой, смеялись и немного играли. Их единение казалось простым, но значимым. Пост Тэхёна тут же был завален комментариями от ARMY. Многие были рады видеть, как они наслаждаются временем, проведенным вместе. Раздел комментариев был полон поддержки и любви. Для фанатов видеть искренние улыбки Тэхёна и Чингука было само по себе радостью. Этот момент казался теплым подарком. Но на этом их история не закончилась. Токийская ночь принесла другую атмосферу. Огни города начали мерцать, как падающие на землю звезды, и среди блеска Ким Тэхён и Чон Чин-гук продолжали идти рядом, наслаждаясь оставшимся драгоценным временем. Их шаги замедлились, когда они покинули территорию Йомиури-ленд, словно они не хотели, чтобы день заканчивался. Тэхён время от времени оглядывался назад, наблюдая, как парк медленно удаляется, а Чингук замечал каждое выражение на его лице, беспокойство, которое не нужно было выражать, но оно чувствовалось так ясно, внутри гондолы, которая спускала их вниз. Атмосфера стала тише, легкий ночной ветерок приносил освежающую прохладу. Тэхён нежно прислонил голову к стене, и Чингук, не говоря ни слова, позволил ей остаться там, даря простое тепло, которое казалось чем-то большим, чем просто привычка. Прибыв на станцию, они увидели, что толпа поредела. Город словно дал им пространство, чтобы насладиться последними мгновениями дня. Они шли бок о бок по платформе, неторопливо, без отвлечений, только синхронные шаги и комфортная тишина. В поезде, направляющемся в центр города, отражение света в окнах открывало их усталые, но счастливые лица. Тэхён снова открыл телефон, читая комментарии от ARMY, которые продолжали поступать. На его лице появилась легкая улыбка, не из-за популярности, а потому, что он знал, что многие разделяют это счастье. Чингук, сидящий рядом с ним, лишь изредка поглядывал, убеждаясь, что с Тэхёном все в порядке. Он мало что говорил, но одного его присутствия было достаточно. Иногда для единения не нужны долгие слова, достаточно просто быть рядом друг с другом. Ночь клонилась к вечеру, и их путешествие медленно подходило к концу. Но именно здесь смысл этого дня углубился. Дело было не в том, куда они пошли или что делали, а в том, как они провели время вместе. Этот день стал простым напоминанием о том, что за блеском мира развлечений, за напряженным графиком и за нескончаемым вниманием публики, участники BTS — это тоже люди, которые ищут счастье в мелочах, в простом смехе, в легких прикосновениях и в незапланированных моментах. Для Тэхёна этот день был о свободе, о возможности наслаждаться любимыми вещами без ограничений, о том, чтобы делиться счастьем с тем, кто всегда рядом. А для Чингука, возможно, этот день был о заботе, о том, чтобы люди, которые ему дороги, продолжали улыбаться, о том, чтобы быть безопасным убежищем посреди быстро меняющегося мира. Когда они наконец вернулись к месту назначения, их шаги слегка замедлились, словно они не хотели по-настоящему заканчивать день. Тэхён посмотрел на Чингука с необъяснимой улыбкой. Чингук ответил ему тем же теплым взглядом. Не было никаких громких слов, никаких драматических заявлений, только молчаливое понимание, которое казалось сильнее всего остального. И, возможно, именно в этом и заключается красота. Этот день был не просто поездкой в парк развлечений, не просто фотографиями или постами в социальных сетях, а воспоминаниями, чувствами и историями, которые могут понять только те, кто их пережил. Для ARMY этот момент – нечто особенное, маленький кусочек жизни, который редко можно увидеть. Картина простого, но искреннего счастья, и когда это видео заканчивается, остается одно теплое чувство, которое трудно объяснить. Как будто мы идем вместе с ними, смеемся вместе и чувствуем каждую секунду единения. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте продолжать поддерживать, распространять позитивную энергию и ценить каждый маленький, значимый момент, потому что в конце концов дело не в том, насколько масштабна наша история, а в том, насколько глубоко мы ее переживаем. Увидимся в следующей истории, которая, возможно, приведет нас к другой, не менее теплой и не менее значимой. Getting posterized, we out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like